Приветствую всех, уважаемые дамы и господа. С вами снова дедушка Владимир. Продолжаем проходить DLC Беда на Горгоне. Ну что ж, пойдемте. О, и верстак есть. Я только что подумал, верстаков нигде нет. Так, давайте сперва осмотрим все. Так, заметки. Так, битва во время эвакуации. Призрак. Седые желтые. Что за ключ? Не знаю. $120 самое ценное, что есть. Чтобы открыть, требуется код. Заметки, лаки о ходе дела. Дело высиживания идей. Вот он как сокращенно-то. $48.15. Где-то уже этот такой код мне попадался. Что я
Эту забрал, а эту нет. Странно. Законсервированный глаз. Hey, marble. Oh, wait. Nope, that's a human eyeball. If I'm not mistaken, and I can't believe I'm about to say this, that eye might be the key Lucky mentioned. What strangeness have we involved ourselves in here? А тут какой-то чел. Так, давайте-ка мы модифицируем его. Так, весельчак стоит. Этот один. А это что? Герпес. Давайте это поставим. Максимальная дальность 312. Так это что, полкилометра стреляет? Охренеть. Здесь 50 метров поражение. Ладно. Так этот модифицировать не надо. Поработаем. Так, сперва давайте починим все. Так, работать. Так, до 180 поднимаю. 5000. Надеюсь, хватит мне. Ой, блин, 7000 надо, чтобы поднять. Дорого, больно дорого. Так. Так, у Феликса. О, так у него можно еще прокачать ее. $396, а у этого 400. А может быть поставить ему этот? Ой, тут ведь не поставить. Так, давайте-ка. Викарий, гром. А это до скольки прокачается? Так. Модифицировать. Так, мистер. Ой. Минус 50 электрический. О, какая стала интересная. Поглядите-ка. Кошмар плазменный. И тоже со шляпой.
Или кислоту поставить. Давайте плазменный поставим. Так, прикольно. Давайте поработаем с ним. А чё, неплохо. Разобрать. Разберем. 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 Сто 132. Работать. Достиг максимального уровня. А вот этот нет. Тоже нет. Я что, выходит, зря поменял? Да, я это... А почему? Так. Викарий Макс, это был мой. Ну, давайте ему этот поставим пока. Так. Это сюда поставим. 132. Ладно, возвращаем. Будет у нас отряд одинаковых. Так. Так, это мой. Это Макса. ТВЗ. Ладно, оба-на. Так, 5-10. Я бы его лучше бы, наверное, поставил не этот, а не дипломат. Ходника. Дипломата. Может, техника ему поставить?
давайте я тут поставлю. О, блин, я тут достиг предела. Не, ну почему у меня меньше, чем у них? Ну да ладно, не важно. Так, а это у меня был тоже 137-й. Громила. Ладно, не бойцы ближнего боя. Ля-ля-ля-ля, ледная пехотная броня. Ой. Ну ладно, поработали. Черт, не открыть. Ну ладно, пойдемте дальше. Huh, who's this now? Wonder if they could... Nah, who am I kidding? Shot, Captain! What's the story with this place anyhow? Used to be a shipping warehouse. Supplies came in, deadly chemicals went out. Who told you that? Ну давайте с Роско поговорим. Может, что полезно скажет. You're pulling my leg. Holy shit, a fresh face. Haven't seen your like in years. Don't know what brought you to the most dangerous corner of this solar system, pal, but you're welcome here. Oh, you talked to Lex yet? She tell you to keep it civil? You wouldn't guess to talk to her, but that lady's got a mean left hook. Some kind. Yeah, that's a good way to put it. Got into reporting thinking I was gonna be some sort of public intellectual. What a joke. Spent 95% of my time playing stenographer to the board, and the rest writing puff pieces on the chairman's latest beard trim. Real life and death shit. Hell, how much time do you have? I probably know more about this shit heap than most of the corpses around here. Got anything specific you want to know? Oh, this is rich. You mean Dr. Olivia Ambrose, God Empress of Gorgon? She's the maniac who ran this whole sideshow. Ran it right into the fucking ground. Hell, I wouldn't be kicking my heels in this dead-end graveyard if it weren't for her. At least she's buried here with me. That's the least she deserves. I don't know just about anything for a fact anymore. You ask me, there's no such thing as facts. So did I see her die with my own 2 eyeballs? No. But I'll tell you what. During the evacuation, folks either got out or got killed. And Leonara's the only one I'm sure still kicking. You're on the hunt for her big book of secrets, huh?
Lucky was, too. Poor bastard. She used to leave it on the desk between us during interviews. She'd open it up sometimes, take notes, give me a mean look. Bet you all the bits and Byzantium it's in her office. Never saw it leave that room, not once. Top floor of synthesis and manufacturing, huddled up against her precious drug synthesizer. Got a perfect view of all her little peons scrabbling in the dirt way down below. Just how she liked it. She was Gorgon's director. Aside from that, sweet fuck all. Never met a more difficult interview subject. She had this way of answering questions. Wouldn't tell you anything straight, would always turn it back around on you. Just about did my head in, like I was trying to chat with my estranged sister or something. Shit, who didn't? The staff who weren't dead afraid of Olivia hated her guts. She caught a spy in the chem lab once. Nice guy named Herbert. Everyone loved him. Rumor was she killed him herself. Tell you what, though, her little terror campaign worked. Couldn't tease a single secret out of the staff after that. Frenetic, chaotic, vicious, take your pick. I wasn't here at the start, but going off what folks told me about the early days, Gorgon started out with promise. Thing is, the schedules coming out of the corporate office were unrealistic from the get-go, and they were trying to do the project on a shoestring budget. Couple that with the obvious personnel problems and toxic junk in the product, it was only a matter of time before it all went to hell. Adrenatime, I'm sure you know it, was a drug, something to make folks work harder, work smarter. Had a lot of nasty side effects. Didn't seem so bad to me at the time, but then I hadn't met the test subjects yet. The whole thing was real hush-hush. A lot of worry about corporate spies, especially from Anti-Cleos. I probably shouldn't even be mentioning it to you, to be honest. Spacer's Choice, they're really not fond of spies. Not much, except that there was a whole gaggle of them, and so far as I could tell, they absolutely hated each other. Dr. Ambrose would hardly let me speak to any of them, but she complained about him all the time. Everything seemed like. Marion Blakesley, for example, lady who ran HIA, wouldn't return any of her messages. Not once, for years. Jasper Lowe, guy who headed up Chem, was high more than he was sober. He insisted on running special tests on primals, too. Law knows what for. Dr. Ambrose really had it out for this guy Lawrence Goodfellow. Ran OCI. Would lose his shit if he saw red on a schedule. By the end, I heard folks were turning in completely bunk progress reports just to keep him out of their hair. Had this little minion, too. An actuary named Clarence Mosley. Obsessed with quantifying every detail of his sad little life. Mosley was the guy who got me mixed up in all this. Asshole. I hope a primal ate him. Ну, значит, моя догадка о первобытных и уже начинает подтверждаться. Oh yeah, it wasn't just that Dr. Ambrose hated them. They seemed to hate each other, too. OCI pushed a ludicrous schedule. Chem made a bad product, and HIA returned garbage results. A regular merry-go-round of shit flying in every direction. It's no surprise it all fell apart. This fella just described the entire colony. The surprise is that it didn't happen sooner. Editor always did say my prose was a bit purple, or brown in this case. Nice enough guy. Fashioned himself one of those professional gumshoes, like in the serials. They usually work for the board, rooting out dissidents and the like. Lucky though, he was freelance. Worked for anyone who paid, no matter their allegiance. You ask me, I think the guy just likes snooping around in folks' terminal messages. Ну, совсем как я. Каждый терминал надо почитать, вскрыть. Next to nothing. He preferred to keep a tight lid on things, more dramatic that way. Not that he needed to keep secrets. Folks down here don't give two shits about anything but bits and beer.
So sometimes Lucky'd get deep in his cups and start going on about the ghost of Gorgon. But I didn't think anything of it. Guy also liked to say he could pop the cyst off a cysty pig at 100 paces with his eyes closed. No shit. And you'll be trying to get into synthesis and manufacturing, I reckon. Lucky'd been trying to crack that nut for a while. Supposed to be locked up tight. Breaking and entering isn't my area of expertise. Got writerly hands and a cowardly disposition. You could check Lucky's room. He was up on the 3rd floor. Might be he left you some clues. Going on 7 blissful years here in paradise. 2 years before it went to shit, and 5 years since. 2,743 joyous days. But hey, who's counting? Thank the law, no. I had an assistant, young lady by the name of Georgie. She helped out with the interviews, maintained the portable phonographs, forwarded my supervisor's call to tape, that sort of thing. When things got crazy, I shoved her onto the last ship off Gorgon. With any luck, she's safe and comfortable in Byzantium. She tried every which way to stay, but it was my contract keeping us here, not hers. Didn't seem fair she'd have to suffer just because I made a bad deal. Well, I didn't want to put you on the spot, but since you're offering, if you're going back out there, do you think you'd be willing to do an old bastard a small favor? Ну, у всех небольшие услуги. Вот то небольшая услуга, у этого небольшая услуга. Told you I was a journalist, right? I was here on a story back when Project Gorgon was active. I was doing an interview series for Spacer's Choice. Recorded them all on these little portable phonographs. But when everything fell to shit, Spacer's Choice wouldn't let me leave. Terms of my reporting contract unmet, they said. Right on the money. Look at me, I'm no fighter. I've never even touched a gun. But you're just the right amount of rough around the edges. Help me get my recordings back so I can finally get the hell out of here. Someone had been trying to steal them since the day my assistant and I started interviewing. Couldn't even keep them in my safe. They always found a way in. So I took to hiding them all over the fucking asteroid. Thought I was so clever. What a fool I was. I've got some bits saved up. Haven't had anything to spend them on but beer. And Lex has been letting me drink for free. It's nothing extravagant, you know, journalist salary and all. But the bits are yours if you want them. Oh, I've tried, make no mistake. I've caught a couple of rides out with sublight folks, but the board's fixers always send me right back. And I'm not about to stand toe-to-toe with marauders just to fulfill a line item on a contract. No shit? That's downright civilized of you. All right. One of them I stashed in the Office of Creative Incubation, in the projector room on the 3rd floor. I gave another to my friend Birdie to keep in her apartment, just outside OCI's upper entrance. You'll find another in the chem lab. It's in the main lab storage room. The final one is in human inquiry and auditing. It's tucked behind a pipe in observation room B. What with the test subjects running loose, the researchers were surprisingly unobservant.
That's more than I've been able to hope for in years. Thank you. Опа, опа. Прилично задать. Так, что у нас? Дневник. Так. Ладно, понятно. Ну ладно. Тварь. Один звук только выбешивает. Так, это здесь. Ладно, пойдемте. Так, а здесь что, срать, наверное? О, господи. О, да тварь, блин. Уж выгнуть успела. Приведет токсин. Давайте купим. Че у меня денег-то так мало осталось? Я что, все на броню потратила, что ли? Жестко. А что вообще с деньгами делать? Только тратить. Что здесь? Да блин, непроизвольно нажал. Так, а там что? Are you my agent on the ground? I've been sent to Опа. inform someone about a certain piece of merchandise. They're supposed to use a secret code phrase. Это что такое? Это куда это мы залезли? Интересненько, интересненько. Nicely done. Ну, хоть что-то на продажу будет. Так. О, Господи, понятно. Did you bring the payment? Ну ладно, давайте будем выползать из этой дыры. Payment. No goods.
Не, ну почему игра не позволяет поднять уровень, а? Вот это меня как-то напрягает уже. Hopefully, following in Lucky's footsteps doesn't result in us sharing his fate. Who knew what darkness lurked in the heart of Gorgona? Captain Hawthorne and his crew were about to find out. Какие темные силы затаились. Ребят, ну не вам рассказать, какие темные силы тут затаились. Ну что-то подергиваться начало изображение-то. Как всегда, без монстров не обойдемся. И чё, где это? О, это там. Так, давайте-ка. И посмотрим, где это на карте. Лифт. Так. А это здесь, значит. Ой-ё. Это тут, это там. Блин, так он, похоже, действительно раскидал по всем районам. Вот как такого человека можно назвать? Маразматик. Так, ну ладно. А я-то где? О, нам туда добираться и добираться. Ну, давайте попробуем сюда добраться сперва, а то все-таки лифт. Где-то я видел этот лифт. Или мне до него не добраться? Так, хоть бы личинка какая-то была. Так, ну это похоже, пока мы не снимем этот барьер, мы туда и не попадем. Да уж, ладно. Переключаемся. Любовь — это план. Господи, запутаться можно ведь, а? А ну нам по этой дороге тогда.
Ладно, идем. I have your back, Captain. Careful, you're wounded! Everyone all right? Нифига себе, чудо мне стрелял. Да, слабовата пушка против них. Ну, попробовали. Где он? Не, а чем он таким стрелял? Что 2 выстрела, у меня все хп снесло. Что такое? Не пускает, что ли? Чё, разные дороги? Да, нет. В принципе, в одну сторону. Так, там лифт. Посмотри-ка, у всех адвент тайм. Так. Так, лифт. Прекрасно. Пойдемте посмотрим, куда ведет та дорожка. Ух, ё! Нехило, откуда их столько набежало? Да тут люди пострашнее зверей бегают. Разбившийся корабль. А точно. Ну ладно.
Это я кого-то сбоку просмотрел, мне тот, кто сзади был, приложил. А тут вообще не тупик, это вообще проходная какая-то. Ну, это терраформер, понятно. О, а это что такое? Что за скелет? Самое интересное другое, почему они не отмечаются? Нехило ребятки бегают. Ну понятно, накачается этой дрянью. И опять деревая пушка рулит, а? Ну ладно, хоть боеприпасы будем использовать. Опа! Охренеть. Ледозавр, солдат. Ничего не напоминает вам? Обалдеть. Че-то уж как-то он эту личинку напоминает мне, которую мы на Эридане, блин, выслеживали все время. Личинок, вернее. Но здесь может быть и другая быть фауна. Что за тотемы? О! Трубы. Не, ну в упор напоминает паразита, а? О, как называется? Гусеница. Да.
Ладно, побежали к тому месту. What was the score on last night's game? I missed it. I didn't know you still cared about tossball, Max. What with your grand spiritual awakening and what all? I don't. Не, мы что-то не туда зашли. You know me, Max. I'm satisfied so long as the darlings get a proper clobbering. Which they most certainly did. Где этот чертов лифт? А здесь. Так, у нас какое задание сюда? Сюда. Ну, давайте поднимемся. Мародер, колосс. Не, ну самое интересное... А вот этот отметился. А почему те не отмечались? Странно. Очень странно. Ну, явно что-то с игрой не так. Ой, блядь, да что ты, ё-моё. А! Чё у меня пальцы соскальзывают, а? Сегодня. Так, уже двое. Опять перезаряжать надо. Так, ну давайте будем с этими друзьями. That's the last of them! Господи, один наркотик ведь кругом. Он еще и пустой. Дешевое жилье.
Excellent. Блин. Собака. Дневник Джерома. Да. Да, это очень жестко. Что-то такое ощущение, что у самого крыша поехала. Что-то какая-то деградация шла у него. Так, что-то подобное я уже где-то видел. Вот именно вот такая постепенная деградация. А вот где?
Тоже в какой-то записи. Вот хоть убейте, не помню. Так, ладно. Это мы нашли. А куда дальше? Чё? Посмотрите, как на карте-то что-то дергается все. Ну давайте прочитаем, что там такое. Найдите в руинах флягу. Я не понял. А где ее искать? А, вон она. Господи, я и не понял, вроде тут же это задание слилось просто. Да уж, мародеры постарались, чувствуется. Письма из Жутера, дорогой кузен Дэн. Рид Томпсон начал выдавать некоторым из нас, кто получил первым. Ах, сволочь Рид, а! Надо было его пристрелить, надо было. Я что-то в этой, как говорится, в этой версии игры не пристрелил его, а надо было. Ты посмотри-ка, он еще и наркотики распространял. Ох, какое жесткое привыкание давала эта вся дрянь. Так, ну ладно. Не, я от этого Тайма отказался еще в первой игре, потому что там такая крутая зависимость от него получалась. А вот и фляжка.
Да уж. Так, а там-то что наверху? Давайте посмотрим за ним. Ну, похоже, это был просто блок для жилья. That had to hurt. Что-то баллоны какие-то стоят. This is my second month on adrenatime. It's like the color came back. Like I was tuned to the wrong band all this time, and now the static's gone. I'm finally clear-headed, focused. There's so much I'm excited to do. I feel like me again. Side effects? I guess I've noticed people staring at me a lot more lately. Hard to talk to them sometimes. Feels like they don't get it. Maybe they just don't trust it. Or maybe they don't trust me. Ну, понятно. Из-за наркотика происходила полная деградация. А тут еще что-то было. А, тут мы были. Так, здесь тоже побывали. Ну что ж, давайте я на этом серию закончу. Всем дальнейшего просмотра приятного. С вами был дедушка Владимир. До новой встречи.